Давайте разберем миф о Бермудском треугольнике, невероятном месте, где даже океан, кажется, держит свои секреты под покровом загадок. Этот треугольник, вершинами которого являются Майами, Бермуды и столица Пуэрто-Рико, Сан-Хуан, захватывает более полумиллиона квадратных миль океанической поверхности. Его истинные границы давно стали предметом споров, как среди ученых, так и энтузиастов. Интересно, что хотя название Бермудский треугольник появилось лишь в середине 60-х годов 20 века, сами странные происшествия начались задолго до этого, еще в середине 19 века. Область славится не только легендами о таинственном заглатывании кораблей и самолетов, но и реальными опасностями, от внезапных штормов до беспощадных циклонов. Популярные гипотезы о магнитных аномалиях не получили научного обоснования, не существует убедительных данных, что магнитные поля каким-либо образом связаны с исчезновениями. По мнению многих специалистов, частые случаи пропажи в этих водах можно объяснить природными факторами и человеческими ошибками, а их частота вовсе не превышает средние показатели в других плотных зонах судоходства. Тем не менее, аромат мистики продолжает обволакивать это место, и огромное количество гипотез от древней Атлантиды до инопланетян все еще стряхивает наши представления о логике. Но истории, которые кроются за этой загадкой, далеки от завершения и требуют пристального внимания. Что же дальше? Мы прикоснемся к одной из первых и наиболее известных историй исчезновения — пропажа корабля USS Cyclops. В 1910 году свет увидел USS Cyclops, внушительный американский топливный корабль, который вскоре стал супергероем морей. Этот гигант с 150 футов длиной исчез с поверхности Земли, словно испарившись. Все случилось 4 марта 1918 года. После загрузки марганцевой руды в порту Барбадос он отправился к Норфолку в штате Вирджиния. На борту находилось 306 человек, включая офицеров и сотрудники дипломатических миссий. Молча, без единого радиосигнала, корабль вошел в воды у Бермудского треугольника. Тот самый район, коварные воды которого вскоре станут причиной множества легенд. Хотя судно ожидали в Норфолке 12 марта, весь мир узнал об этой трагической тайне только спустя более месяца. Поиски, начатые после его исчезновения, не дали результатов, оставив мир в недоумении. Говорят, что таинственный треугольник будто вобрал его в себя. Теории о шторме или технической аварии остаются в числе наиболее рассматриваемых, однако сущность исчезновения остается загадкой. И вот события уже начали сворачиваться, как в этой запутанной афере в дело вступили самолеты. В какой хитроумной ловушке они оказались? Секреты треугольника уготовили место для следующей драматической главы. 5 декабря 1945 года останется в истории как одна из самых загадочных дат в авиации. Именно тогда 15 летчиков на борту 5 самолетов TBM Avenger поднялись с базы Форт Лодердейл в штат Флорида. Они были подготовлены, каждый из них умел обращаться с машинами, но этот тренировочный полет обернулся катастрофой. Поначалу ничто не предвещало беды. Погода казалась идеальной, но вскоре условия резко ухудшились. С наступлением темноты густая облачность начинала доминировать на небосводе, тем самым усложнив и без того непростое навигационное задание. Инструктор Чарльз Тейлор, возглавлявший звено, неожиданно потерял ориентацию. Вместо того, чтобы следовать указаниям приборов, он доверился своим инстинктам и визуальным ориентирам, которые могли оказаться обманчивыми. По мере того, как связь становилась все более нестабильной, самолеты начинали уходить в неизвестность. В отчаянной попытке спасти экипаж, PBM Mariner, оснащенный поисковым оборудованием, отправился на выручку. Тем не менее, этот самолет также исчез бесследно с 13 человеками на борту, что добавило еще одну звенящую ноту к этой трагедии. Несмотря на все усилия, ни обломков, ни тел летчиков найти не удалось. Что произошло в тот вечер, даже после стольких лет остается неясным. Действительно ли здесь сыграли роль природные аномалии или все сводилось к ошибкам навигации? Вопросы остаются, и хаос Бермудского треугольника продолжает таить свои секреты. С увеличением числа подобных историй остается реальная возможность, что некая природная сила может быть связана со всеми этими событиями. В Бермудском треугольнике неожиданные погодные явления не только поражают воображение, но и вызывают множество вопросов. Это место, простирающееся между Флоридой, Бермудами и Пуэрто-Рико, покрывает около 500 тысяч квадратных километров, привлекает внимание ученых своими нестандартными климатическими феноменами. Сильные порывы ветра здесь нередко достигают скорости около 270 километров в час, что, к примеру, составляет 168 миль в час. Совсем как в захватывающей киноленте, атмосферные вихри и смерчи могут возникать внезапно и с пугающей мощью, создавая волны высотой до 40 метров.
Именно такие волны, вызванные ветровыми и волновыми стихиями, становятся грозным испытанием для любого судна. Подводные течения, усиливающие загадочность этого региона, сплетаются с течением Гольфстрим и Мексиканским заливом. Они представляют собой серьезную опасность для судоходства, затрудняя поиск затонувших объектов, но не уносят корабли бесследно. Напротив, они влияют на мореходные условия, создавая на пути судов настоящие испытания, достойные легенд. Многие ученые сходятся во мнении, что причины всех этих погодных аномалий кроются в естественных метеорологических и океанографических явлениях. Тем не менее, гипотезы о влиянии других сил, включая предположения о природных электромагнитных аномалиях, которые могли бы вызвать технические сбои, продолжают существовать. Но каким образом эти теории могут связаны с такими загадочными исчезновениями? Какие аспекты могут скрываться еще глубже? Давайте направим наш взгляд к той таинственной силе, которая, возможно, взаимодействует с техникой в Бермудском треугольнике. Бермудский треугольник долгое время был объектом спекуляций, и одна из теорий гласила, что магнитное поле в этом районе вводит в заблуждение технику. Однако научные данные утверждают иное. Географический и магнитный северы тут почти совпадают. Не наблюдаются значительные аномалии, которые могли бы объяснить сбои в компасах и навигации. Современные приборы, оснащенные передовыми технологиями, успешно справляются с потенциальными природными помехами. Большинство ученых соглашаются, что причины большинства происшествий в этом районе скорее связаны с природными явлениями, такими как внезапные штормы или мощные течения, включая Гольфстрим. Эти естественные факторы вполне обоснованно объясняют исчезновения и аварии больше, чем неподтвержденные электромагнитные сказания. Мистическая аура треугольника поддерживается массой историй о смелых испытателях судьбы, но многие из этих рассказов не имеют документированных подтверждений. Важно разделять небылицы от реальности. Современные статистические исследования показывают, что уровень инцидентов здесь не выше, чем в других местах с интенсивным судоходством. Выясняя атмосферу загадочности, мы стремимся обратиться к более надежным источникам информации, нежели легенды и мифы. Однако, несмотря на обильные научные объяснения, привкус таинственности, который сопровождает Бермудский треугольник, по-прежнему завораживает наше воображение. Но есть ли свидетели, реально пережившие встречи с необъяснимым в этом загадочном месте? Возможно, их истории помогут пролить свет на эту тайну. Несмотря на то, что Бермудский треугольник приобрел зловещую славу, факты порой сухи, но не менее занимательные. Воображение разыгрывается, когда слышишь истории очевидцев, которые столкнулись с неожиданными событиями в этом районе. Однако часто их рассказы строятся на единичных случаях, а не подтвержденных данных. Безусловно, в этом регионе непростые погодные условия. Ураганы, внезапные шторма и циклоны создают атмосферу непредсказуемости. Взаимодействие мощных течений и ветров приводит к изменению видимости и динамики моря. Именно это способно вводить в заблуждение не только людей, но и технику. Некоторые капитаны описывают, как их судна с трудом управлялись в трудных условиях, рассказывая о резких порывах ветра и неожиданно возникших волнах. Однако, выход из строя приборов, о котором так любят говорить легенды, не подтверждается множеством записей и исследований. Картины о густом тумане и невидимых руках на деле могут объясняться естественными феноменами. Широкий интерес к Бермудскому треугольнику возник во второй половине 20 века благодаря статьям и книгам, но позже эти мифы подверглись тщательному изучению и научному разоблачению. Поиски сенсаций часто затмевают здравомыслие, но неизменно именно люди, пересекавшие этот регион, окрашивают его в мистические тона. Свидетельства очевидцев напоминают нам, что человеческое восприятие, находясь под влиянием стресса и сложных условий, может воссоздавать удивительные сцены. Вероятно, наиболее захватывающим в этих историях является то, как граница между реальностью и вымыслом продолжает оставаться тонкой. Но, возможно, есть более необъяснимые теории, которые разжигают интерес к этому загадочному участку океана. В Атлантическом океане есть место, завораживающее умы. Это Бермудский треугольник. Эта зона образована воображаемыми линиями между Флоридой, Бермудскими островами и Сан-Хуаном в Пуэрто-Рико. Но куда больше всех волнуют загадочные исчезновения в этом регионе. Как ни странно, научное сообщество придерживается мнения, что уровень случаев пропажи здесь не выше, чем в других аналогичных морских зонах. Многие теории исчезновений основываются на непредсказуемых природных условиях.
Штормы, циклоны, а также коварные подводные течения могут в считанные минуты изменить исход любого путешествия. Важную роль играют и выбросы метана из недр океана, которые могут резко изменить уровень плавучести воды, создавая угрозу для судов. Фантастические гипотезы о временных воронках и инопланетных базах, конечно, интересуют мечтателей и любителей сенсаций, но остаются лишь элементами популярной культуры. Такие идеи не находят поддержки среди ученых, и тому есть простая причина. Отсутствуют научные доказательства и факты. Возможно, именно благодаря тому, что никто доподлинно не разгадал загадку Бермудского треугольника, он продолжает питать наше воображение и вдохновлять авторов на создание новых произведений. Остается лишь догадываться, разгадает ли когда-нибудь наука эту древнюю тайну, или Бермудский треугольник навечно останется одной из лучших мистификаций нашего времени. Но если выдумка так завладела нашими умами, что же говорят реальные военные данные? В следующей части мы разберем, есть ли в архивах флота скрытые ответы на нарастающую волну вопросов. Военные архивы, хоть и опутаны тайной, предоставляют нам некоторые факты о Бермудском треугольнике. Одно из таких событий, которое изобилует загадками, связано с исчезновением звена 19, произошедшим 5 декабря 1945 года. 15 летчиков на 5 самолетах взлетели с базы ВМС США в Форт Лодердейле и исчезли без следа, что породило множество мифов о Бермудском треугольнике. Хотя множественные версии об испытаниях секретных технологий и неизвестных военных операциях продолжают будоражить умы, они не подкреплены документальными источниками. Реальные события указывают скорее на опасность природного характера, такие как внезапные шторма и мощные течения, а также на возможные ошибки пилотов. Официальные расследования фокусируются именно на этих факторах, объясняя исчезновения. Известные случаи исчезновений, такие как пропажа судна «Циклоп» во время Первой мировой войны, не связывают с военными действиями именно в районе треугольника, но все же они служат основой для повышенного внимания к подобным трагедиям. Исследователи подчеркивают, что уровень исчезновений здесь не является аномально высоким по сравнению с другими частями мира. Вопреки распространенным мнениям об умышленном сокрытии информации, военные архивы не подтверждают такие теории. Вместо этого большинство официальных данных указывают на вероятность природных явлений и человеческого фактора как основных причин происшествий. Остается выяснить, что современность добавляет к этому листу необъяснимых исчезновений. Следующие события покажут, что открытый океан продолжает скрывать множество загадок, и новые случаи исчезновений лишь подтверждают эту мрачную репутацию. Современные технологии значительно снизили количество инцидентов в зоне Бермудского треугольника, однако миф окутывает это место и сегодня. Зрителям будет интересно узнать, что, вопреки легендам, уровень происшествий здесь статистически не выше, чем в других интенсивно эксплуатируемых акваториях. Эти данные подкреплены исследованиями и официальными отчетами международных организаций. Теории, касающиеся метановых выбросов из океанского дна, рассматриваются как возможное объяснение некоторых исчезновений судов, но пока остаются неподтвержденными для конкретных случаев. Эти гипотезы побуждают исследователей продолжать изучение дна в поисках ответов на вопросы, которые сотнями лет будоражат умы. В последние годы слухи о внезапных исчезновениях получили новый импульс, но современная наука, поддержанная передовыми технологиями навигации, предоставляет вполне рациональные объяснения большинству происшествий. Погодные аномалии и человеческий фактор остаются главными факторами, способными вызвать трудности в этом регионе, от изменчивых подводных течений до скоротечных циклонов. Несмотря на интерес общественности к сверхъестественным теориям, Бермудский треугольник остается зоной внимания ученых. Сегодня ее загадка — это в большей мере вопрос адаптации к непростым условиям, чем неразгаданная тайна прошлого. Следующий шаг в нашем исследовании — обратиться к научному сообществу, чтобы получить более четкое представление о природных феноменах, формирующих репутацию этого загадочного места. Мир ученых долгое время пытался разобраться с тайной Бермудского треугольника. Эта область ограничена Майами во Флориде, Бермудскими островами и Сан-Хуаном в Пуэрто-Рико. Несмотря на ее мистический ореол, позиция многих специалистов проста. Природные явления, штормы, изменчивые течения Гольфстрима и человеческие ошибки — наиболее вероятные причины странных исчезновений. Треугольник пересекает популярные маршруты из Карибского моря в Европу, из побережья США в Южную Америку. Этот оживленный транспортный поток приводит к увеличению абсолютного числа происшествий, но не повышает вероятность несчастий сравнительно с другими морскими районами. Данные из архивов береговой охраны США и Lloyd's of London это подтверждают, демонстрируя, что уровень происшествий здесь не превосходит показатель для других оживленных районов. Теория о выбросах метана, хотя и привлекает внимание, до сих пор остается гипотезой.
Да, она имеет экспериментальную поддержку, но для конкретных исчезновений не предоставила убедительных доказательств. Метеорологи и океанографы также подтверждают, что похожие атмосферные аномалии встречаются и в других частях света, не придавая особой уникальности событиям в Бермудском треугольнике. Научное сообщество в целом избегает мистических объяснений, предпочитая реалистичные исследования в рамках геофизики и навигации. Эти ученые напоминают о значении объективных данных, таких как данные из США и Lloyd's of London, которые развенчивают мифы о более высоком уровне инцидентов. Ведь тайна, как и любая другая, разгадаема, если взглянуть на нее через призму научного познания. Но пока океан продолжает выдавать загадки, мы обратимся к его глубинам, чтобы исследовать секреты, скрывающиеся под его поверхностью. Когда мы переворачиваем страницу в захватывающей книге о загадках океана, открываются новые факты о Бермудском треугольнике. Этот регион поразительно невинен с географической точки зрения. Вместо грозных подводных хребтов и обрывов здесь господствуют мелкие участки и сложные морские условия, которые могут сбивать с толку даже опытных мореплавателей. Метановые гидраты будоражат воображение ученых, но хотя теория об их влиянии на нестабильность воды увлекательна, документально таких случаев в Бермудском треугольнике не зафиксировано. Это скорее общая гипотеза, касающаяся различных зон океана. Тем не менее, идея внезапных выбросов метана как причиной катастроф остается в активах научного обсуждения. Что касается сейсмической активности, то Бермудский треугольник не выделяется среди других океанических зон мира, известных своей тектонической активностью. Более того, сильных магнитных аномалий здесь не обнаружено. Сбои в навигации, когда они случаются, могут быть приписаны исключительно сложным погодным условиям, бурям и человеческим ошибкам, а не мистическим влиянием подводных сил. Частота исчезновений в этих водах, как показывают статистические исследования, не превышает средних показателей Атлантики. Нередко виной происшедшему становится трагическое сочетание технических неисправностей и сильных штормов. Ученые утверждают, что драматические события в этом море объясняются вполне обыденными явлениями природы. Современное научное сообщество уверенно заключает, что никаких уникальных опасных феноменов, отличающих Бермудский треугольник от других морских территорий, не существует. А исключительное внимание к этому месту остается результатом захватывающих легенд и публичных мифов. Но неужели все разгадано? Или финальная гипотеза выявит неожиданное? Близится развязка тайны. Бермудский треугольник – одно из самых мистифицированных мест на планете. Заключенный между юго-востоком Флориды, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, этот район в Атлантическом океане славится своими загадочными историями исчезновений. Однако статистика говорит о совершенно ином. Уровень исчезновений здесь не превышает показатели других интенсивно-судоходных зон, как показывают данные береговой охраны США и страховой компании Lloyd's of London. Одним из научных объяснений этого феномена являются аномальные природные явления. Предполагается, что экстремальные штормовые волны, известные как волны-убийцы, могут достигать высоты около 30 метров и возникают из-за столкновения мощных штормовых фронтов. Помимо этого, сильные ветра, типичные для этого региона, также вносят вклад в сложные навигационные условия. Теория о метановом клотрате, которая утверждает, что выброс газа может резко уменьшить плотность воды и вызвать затопление судов, поддерживается рядом ученых, но чаще всего такие события считаются редкими и маловероятными. Не стоит забывать и про человеческий фактор. Навигационные ошибки и технические неисправности часто становятся спутниками трагедий в этом сложном регионе. Совокупность этих факторов, а не мифические силы, чаще всего объясняет загадки Бермудского треугольника. Итак, открыв завесу, мы понимаем, что Бермудский треугольник вовсе не таит в себе сверхъестественных сил и внепланетных тайн. Это место, где законы природы и человеческие действия вступают во взаимодействие, создавая условия, порой способные сбить с толку даже опытных мореплавателей. Тем не менее, остается нечто, что неизменно привлекает внимание к этой таинственной области, и это, возможно, сама легенда, питающая наше воображение и желание разгадать неразгадываемое.